Не верится, что из обычного творога можно сделать такую красоту. Эти маленькие печенья выглядят как настоящие розочки, но готовятся очень просто и из доступных ингредиентов. Сегодня я приготовлю их вместе с вами. Ассаляму алейкум, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сначала я беру 300 граммов творога и перекладываю его в миску. Далее добавляю 100 граммов мягкого сливочного масла. Если нет масла, можно использовать маргарин. Теперь беру толкушку для пюре и начинаю все хорошо разминать и перемешивать. Нужно, чтобы творог и масло стали более однородными. После этого добавляю 2 яичных желтка. Следом высыпаю 80 или 100 граммов сахара. Снова все хорошо перемешиваю. Сначала продолжаю работать толкушкой, а затем беру лопатку и перемешиваю массу до более однородного состояния. Теперь пришло время добавить муку. Я просеиваю 250 граммов муки через сито, чтобы тесто получилось более мягким и воздушным. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Следом добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Сначала перемешиваю все лопаткой, а когда тесто начинает собираться, продолжаю замешивать руками. Тесто должно получиться мягким и приятным на ощупь. Я кладу тесто обратно в миску, накрываю и убираю в морозильник примерно на 20 минут. Прошло время, достаем тесто. Оно немного охладилось и стало чуть более плотным, поэтому с ним будет легче работать. Теперь перекладываю тесто на стол, слегка присыпанной мукой. Делю тесто на 2 части. Немного его обминаю. Обе части раскатываем в тонкий пласт. Далее беру обычную кружку объемом 200 мл и вырезаю круги из теста. После того, как я вырезал кружочки, остатки теста я снова собираю, раскатываю и продолжаю делать печенье. Теперь начинается самое интересное. Беру 4 кружочка теста и накладываю их друг на друга, немного внахлёст. После этого аккуратно сворачиваю их в рулет. Вот такие рулетики у нас получились. Далее разрезаю их посередине. Теперь немного раскрываю лепестки руками, чтобы печенье стало еще более похоже на цветок. Также делаем с остальным тестом. Готовые розочки выкладывая на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправляем выпекаться в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 20 или 25 минут. Прежде всего ориентируйтесь по своей духовке. Наши творожные розочки готовы. Посмотрите, какие они румяные и красивые получились. Теперь сверху немного посыпаю сахарной пудрой и можно подавать к чаю. Давайте разломаем одну розочку, чтобы посмотреть, какая она мягкая и нежная внутри.
По мне, они больше напоминают булочки, чем печенье, потому что мягкие и воздушные. Друзья, надеюсь, вам понравился этот простой и красивый рецепт. Готовьте с удовольствием для себя и своих близких. Приятного аппетита! Сегодня я пеку простые домашние булочки из творога. Рецепт очень легкий, без дрожжей и продукты самые обычные. Такие булочки хорошо подходят к чаю и остаются мягкими даже на следующий день. Сначала я беру творог и перекладываю его в миску. Далее добавляю яйца. Добавляю 170 граммов сахара. Пол чайной ложки соли. 4 столовые ложки растительного масла. Перемешиваю все обычной толкучкой для пюре. Мне нравится использовать именно ее, она хорошо измельчает творог и еще оставляет маленькие крупинки. По желанию, конечно, вы можете все пробить блендером, так будет быстрее и тесто будет более однородным. Когда все перемешано, добавляю разрыхлитель. И, наконец, мука. Муку добавляю не сразу, а в два этапа. Теперь все перемешиваем с помощью лопатки. Добавляем вторую часть и снова перемешиваем. На этом этапе тесто получается очень мягкое, даже немного липкое. Так и должно быть. Руками его не трогаю, работаю только лопаткой. Если добавить слишком много муки, булочки будут плотными. Лучше пусть тесто будет мягким, чем забитым. Рабочую поверхность слегка присыпаю мукой и выкладываю туда тесто. Поверх теста немного присыпаем мукой. Расплющиваем с помощью лопатки. Делю тесто примерно на 15 равных частей. И теперь при помощи шпателя или лопатки округляю каждую часть, формируя аккуратные булочки. Выкладываю булочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Если хотите более золотистую корочку, можно смазать булочки одним желтком с молоком перед выпечкой. Отправляю в заранее разогретую духовку. Выпекаю при температуре 180 градусов, примерно 20 или 25 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Булочки должны стать румяными, но не пересушенными. Наши булочки готовы. Они получаются мягкими, нежными и ароматными. Они отлично подходят к чаю, кофе или просто с молоком. А еще их можно разрезать и подать с медом или вареньем. Вы просто посмотрите, какие они мягкие и воздушные. Обязательно попробуйте их приготовить. Они безумно вкусные. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Готовьте с удовольствием, ешьте вкусно и берегите себя. До встречи в следующем видео. Ассаляму алейкум.